Всем привет, я Эрик Восс. Да, у меня новая студия, и она пока не готова. И бог с ним, ведь вышел эпичный финал шикарного сериала «Мир Дикого Запада». Предупреждаю, будут спойлеры. Хотя вы сами смотрите это видео с обсуждением концовки сериала, так что я по-любому не при делах. И финальная серия от Джея Абрамса превзошла все мои ожидания. Итак, Форд запустил реально жестокую историю, нам раскрыли смысл лабиринта и суть голосов, которые слышала Долорес. И, о чудо, человек в черном оказался постаревшим Вильямом. Версия оравы сетевых экспертов о человеке в черном подтвердилась. Я же решил отойти от заданной темы и снял материал о временных линиях сериала, выстроив повествование в хронологическом порядке. В этом же видео я буду пояснять все навороты финала, поскольку «Мир Дикого Запада» — это сплошной взрыв мозга. А то после просмотра финала зритель виснет как Феликс. Так что приступим. Первый вопрос. В чем заключался гениальный план Форда? На протяжении сезона мы наблюдали за подготовкой Форда к новой тайной истории. Это и раскопки города Эскаланте, и перепрошивка кучи дроидов. А в финале кровавая баня. Долорес убивает его точно так же, как Арнольда, а затем вместе с остальными дроидами расстреливает членов правления. В чем смысл такой развязки для Форда? Роберт Форд — загадочный персонаж. Ясно одно. Форд стремится контролировать ситуацию. Он мечтает быть богом в созданном им мире, полностью контролируя свои творения. При этом он устранял всех, кто вставал у него на пути. Стремление к порядку сделало Форда идейным противником Арнольда, вместе с которым был создан парк. Арнольд хотел пробудить сознание в дроидах и уничтожить парк. В итоге Форд понял, что дни его сочтены, наступит закат его карьеры и что корпорация Делос вскоре отправит его на пенсию. А еще Форд понял, что его коллега Арнольд был прав. В дроидах пробуждалось сознание, а они — очередная ступень эволюции. Это значит, что нам конец. И больше нам ничего не светит. Долгие годы он пробуждал сознание в дроидах, заставлял их эволюционировать, не вмешиваясь напрямую. Но однажды Форд понимает, что времени у него почти не осталось, и разыгрывает свою финальную пьесу. Эту пьесу он пишет для дроидов, уничтожающих представителей низшей ступени эволюции людей. И Форд предсказывал этот сценарий. Знаешь, что стало с неандертальцами, Бернард? Их сожрали. План Форда представлял собой несколько этапов. Он создает дроида Бернарда как прототип своего бывшего коллеги Арнольда. Кстати, Бернард Лоуф — это анаграмма имени Арнольд Вебер. Я этот момент полностью пропустил. У Форда появляется ассистент, ведущий инженер, которому он может полностью доверять. Далее, Форд создает брешь в системе защиты дроидов, чтобы всегда контролировать их. 35 лет он развивает сознание дроида, стирая им память и обостряя проблему до точки невозврата. Несколько лет истории пишет Сайзман. И вдруг Форд отменяет все сценарии и готовит новую таинственную историю. Он тайно меняет целевые программы дроидов, делая их опасными для людей. Когда Элси узнает про это, Форд отправляет Бернарда, чтобы убить ее или просто вырубить. Когда Тереза пытается украсть код для Делоса и переиграть Форда, Форд убивает ее с помощью Бернарда и заметает следы убийства и любовной интрижки. Форд обновляет Мэйв, чтобы та очнулась и пробудила в себе волю на побег с Феликсом. Форд использует брешь в системе Бернарда, чтобы не дать ему убить себя в приступе гнева. Пуля повреждает только черепную кость. Чтобы быстро привести Бернарда в чувство, задействовать его в сценарии с побегом Мэйв, который мы обсудим позже. Форд играет финальный аккорд в пробуждении сознания у Долорес. Он понимает, что она снова устроит бойню в попытке обрести свободу. В итоге разыгрывается финальная история Форда, как пролог к освобождению насилия и переходу на следующую ступень эволюции. Вспомним последние слова Форда. Моцарт, Шопен и Бетховен бессмертны. Они стали музыкой. Это намек на свою финальную историю, которая будет жить вечно. И эта история изменит мир. Но также есть версии о том, что Форд создал свою копию в виде робота, и что финальную речь произносит робот. Также есть версия, что Форд настоящий, но где-то в парке таится дроид-версия Форда, его робот-наследник, который продолжит дело всей его жизни — эволюцию дроидов. Вполне логичная версия, если вспомнить, что у Форда есть
есть своя тайная лаборатория, где он создал Бернарда, и учесть, что Форд считает себя богом. Да, он мог. Но не знаю, если Форд объявится в новом сезоне, то уйдет весь шарм его прощальной речи. Возможно, он будет мелькать в воспоминаниях, а его замогильный голос будет врываться в сознание дроидов, как голос Арнольда. Впрочем, Энтони Хопкинс написал, что ему понравилось сниматься в сериале. Он как бы намекает, что его больше не будет. Но поживем увидим. А теперь обратимся к другой загадке финального эпизода. Что означает лабиринт? Символы лабиринта мелькали на протяжении всего сезона, и его тема мусолилась непрерывно. В финале же нам пояснили, что это такое. Арнольд дает понять Долорес, что лабиринт — это символ блужданий дроида в процессе обретения сознания. Изначально Арнольд представил этот процесс в виде блоков пирамиды. Нижний блок — память, которая необходима для познания. Далее — импровизация, которая помогает избегать ежедневной рутины. Все это венчает эгоизм, благодаря которому человек принимает решения в целях самозащиты. Но Арнольд вдруг понимает, что сознание — это стремление не вверх, а вглубь. Пирамидные блоки становятся змейками лабиринта, как у игрушки сына Арнольда. Добраться до центра лабиринта непросто. Аналогично работает сознание человека в поисках своего истинного «я». Другими словами, лабиринт — это не аттракцион для Уильяма, спрятанный где-то в парке. Лабиринт — это символ пути обретения сознания дроидами. Роботы учатся помнить, импровизировать и действовать в своих интересах. И, наконец, они начинают слышать свой внутренний голос, а не глаз Божий. Обратите внимание, как эту мысль подчеркнул Форд рассказом про мозг на картине Микеланджело. Только через 500 лет в картине заметили скрытую форму. Врач увидел в ней очертания человеческого мозга. Смысл картины в том, что Божий дар не озаряет нас с небес. Его источник — разум. Таким образом, Форд продолжил работу Арнольда над искусственным интеллектом. Впервые теория пирамидного сознания была представлена в третьем эпизоде. При повторном просмотре этой сцены можно увидеть, что изначально пирамида была вписана в круг. Но у пирамиды Форда есть одно ключевое дополнение. У Арнольда она состояла из 3 блоков. Форд добавляет 4-й. Финальный этап сознания. В конце эпизода Форд объясняет Бернарду суть финального этапа. Сознание пробуждается в дроидах через страдания. Ведь реальность далека от их представлений. Форд понял, что человек обретает истинный опыт через страдания. Чтобы обрести сознание, дроид должен страдать. Суть человека раскрывается в страдании. Утешили, ведь я по жизни только и делаю, что страдаю. Арнольд увидел пробуждение сознания Долорес, когда та горевала по родителям, а Уильям увидел, как сознание пробудилось в Мэйв после убийства ее дочери. Поэтому Форд заставлял Долорес испытывать боль и страдания снова и снова. Закаляясь в страдании, она обретала сознание. Как дроиды находят центр лабиринта? С помощью грез. Грезы — это поведенческая реакция, связанная с воспоминаниями. Все думали, что их создал Форд, но фактически это разработка Арнольда. Грезы задумывались как поведенческие шаблоны для придания человечности, но ряд дроидов в итоге дал сбой. Дроиды выходили из строя, потому что истинная цель грез Арнольда заключалась в создании лазеек между уровнями лабиринта, чтобы достичь центра. Форд наделял дроидов памятью, ведущей к импровизации, а далее к самостоятельным поступкам и, наконец, страданиям через грезы. Именно грезы помогают роботам проникнуть в центр лабиринта сознания. Лабиринт связан с еще одной загадкой. Что за голоса слышит Долорес? Название финальной серии «Бикамеральный разум» снова отсылает к сцене с Фордом в 3-м эпизоде. В основе его работ была теория сознания под названием «Бикамеральный разум». Форд поясняет Арнольду, что суть теории бикамерального разума — это попытка достучаться до сознания робота посредством голосовых команд, которые воспринимаются как внутренний голос. И в итоге робот начинает мыслить самостоятельно. Далее Форд говорит, что теорию признали несостоятельной, но именно ее воплощение мы видим на примере Долорес. Она постоянно слышит загадочные голосовые команды, например, в сцене с убийством Риваса. «Убей!» И в процессе побега. В начале финала Долорес никак не может понять конечный смысл игры. Теперь ты поняла, что такое центр? И чей именно голос
Я хочу, чтобы ты слышала. Я пытаюсь, но не понимаю. Но в итоге она понимает, полностью пробудив в себе сознание. Теперь ты поняла, кто с тобой говорил? И чей голос ты слышала? Все это время. В итоге Долорес начинает мыслить самостоятельно. В сериале используется шикарный звуковой прием. В самом начале на слух непонятно, чей это внутренний голос. Похоже на смесь голосов нескольких героев. Убей. Помни. Но в финале смесь голосов разбивают на отдельные голоса. Сперва идет голос Арнольда, затем Форда и, наконец, Долорес. Это просто шикарный прием для демонстрации того, что изначально команды были созданы Арнольдом, закреплены Фордом и в итоге пробудили сознание Долорес. Следующий вопрос. Что означает фраза «у бурных чувств неистовый конец»? В первой серии эту фразу о Бернате шепчет Долорес, затем Долорес передает ее Мэйв. «У бурных чувств неистовый конец». В последней серии мы узнаем, что это были предсмертные слова Арнольда. В итоге Бернард повторяет эту же фразу, следом Долорес убивает Форда. Что все это значит? О Бернате был шекспироведом. И это цитата из второго акта 6 сцены «Ромео и Джульетты». Монах Лоренцо предупреждает Ромео, что безумно опасный роман завершится плачевно. Тема возмездия за безудержные пороки – одна из ключевых в сериале. С помощью этой фразы вершится правосудие. Жертвы людских пороков платят по счетам. И эта цитата придает особый шарм возмездию. Идем дальше. Что происходит с Мэйв? В последней серии Мэйв узнает, что ее пробуждение и план побега фактически очередной сценарий Форда. На планшете Бернарда четко прописан конечный этап сценария – побег из парка. Похоже, что Форд задумал революцию дроидов за пределами парка. Ну, я думаю, что сценарий Мэйв был прописан для отвлечения внимания службы безопасности парка, вступившей в схватку с Гектором и Армистис, самыми опасными бандитами Дикого Запада. В итоге охрана не смогла подоспеть на помощь гостям вечеринки. В поезде Мэйв видит женщину с дочерью, и та вспоминает о своей сценарной дочери. Утрата ребенка – ключевое воспоминание Мэйв, пробуждающее в ней сознание. Феликс узнал, что ее дочь находится в первом парке, 15-й сектор, 3-я зона. Мэйв решает отойти от сценария побега, несмотря на то, что изначально побег для нее был уходом из сценария. Нарушив сценарий Форда, Мэйв, возможно, впервые демонстрирует подлинное пробуждение сознания. Может, во втором сезоне именно Мэйв станет героиней сериала, за которую будет переживать зритель, а Долорес превратится в машину-убийцу. Записка Феликса наводит на очередной вопрос. Что такое мир самурая? В записке упомянут парк под номером 1. Значит, есть и другие парки. И точно, во время побега Мэйв, Феликс, Гектор и Армистис проникают в смежные помещения комплекса с логотипом СВ и роботами-самураями. Возможно, во втором сезоне появятся другие парки. И это логично. Кому-то Дикий Запад подавай на потеху, а кому-то другие эпохи. В фильме 1973 года, по которому и был создан сериал, были другие парки с миром Средневековья и античности. В сиквеле также был парк будущего и парк-курорт. По-моему, последняя задумка крайне неудачная. Может, во втором сезоне появится мир самураев, а может, этот парк показали, чтобы у зрителей возникло ощущение присутствия разных парков. И последний вопрос. Выжил ли кто-нибудь после бойни в парке? Об этом мы узнаем только в следующем сезоне. Скорее всего, выживет Вильям. Клементина только ранила его в руку. И это было специально. Форд уважал Вильяма и был благодарен за многолетние инвестиции в парк. Вряд ли он хотел его убивать. Это был предупредительный выстрел, демонстрация настоящей угрозы и подарок в виде подлинной игры не на жизнь, а на смерть, о которой так мечтал Вильям. Осталась неизвестной судьба еще двух персонажей. Это Стабс, на которого в 9-й серии напало племя призраков. Мужик крут, мы не видели, как ему проломили череп. Возможно, он объявится во втором сезоне. Непонятно, что стало с Элси. Нам показали, как ее душил Бернард. Но это был просто удушающий прием. Ни крови,
крови, ни тела. На сайте корпорации Dallas был опубликован загадочный код. Если его раскодировать, то появятся координаты Элси и аудиофайл с голосом, похожим на Элси. Алло. Если вам интересно, как я догадался, что человек в черном — это Вильям, и как все это соотносится с запутанным повествованием сериала, смотрите другие мои видео. Я это подробно разбирал. Если вас интересуют прогнозы по второму сезону, рекомендую видео своего друга Фила Малина. Work complete.